Всем привет! Меня зовут Юля, и вы на канале Клубок Желаний. Недавно мы вместе с вами связали самые простые носки, и на этих носках узнали все нюансы, которые необходимо знать для вязания носков. К сожалению, эти носки я вам показать сейчас не могу, вставлю вам фотографии, потому что эти носки у меня очень ждал муж, он прям стоял у меня над душой и ждал, пока я досниму видео, сразу у меня их забрал и носит не снимая, поэтому, к сожалению, эти носки я вам показать не могу. И на этих носках мы научились делать все необходимые расчеты, узнали, как посчитать, сколько петель необходимо взять на резинку для вашего размера, для вашей пряжи, для вашей плотности вязания. Узнали, сколько петель необходимо взять на пятку, сколько нужно связать пятку в высоту, научились вывязывать клин подъема. Узнали, сколько петель необходимо убавить в клине подъема, научились вывязывать ленточный мысок и сделали расчет длины ленточного мыска. Если вы не умеете вязать носки, а хотите научиться, то я вам оставлю ссылку на данное видео в описании под этим видео, а также добавлю подсказки в правом верхнем углу экрана. Обязательно посмотрите. А сейчас я вам хочу показать, как я вязала вот такие носки. Решила я связать носки резинкой, и основной узор я выбрала резинку 6 на 2. Я решила, что у меня по верху носка будет резинка 6 на 2, на подошве будет резинка 6 на 2, а вот здесь сбоку я пустила полоску из 4 петель. Вот так. Сверху манжет у меня резинка 2 на 2, но вот здесь у меня по бокам также дорожка из 4 петель. И вот так у меня красиво получилось. Дорожка из 4 петель с резинки переходит на паголинок. Затем эта дорожка становится дорожками из 2 петель. Я ее тут перекрещиваю. 2 петли 2 на 2. 2 петли идут на пяточку. И 2 петли идут вот сюда наверх носочка. Затем я вяжу пяточку. Она у меня также связана резинкой 6 на 2. Вывязываю вот такую чашечку. Это самая обыкновенная прямая чашка, но я ее вывязываю вот таким интересным способом. И у меня изнаночные петли с пяточки переходят вот так на чашечку. Вот так все красиво и аккуратно. И дальше у меня узор переходит на подошву. Вот так. Вот эти 2 петли у меня, вернее 2 дорожки по 2 петли соединяются после вывязывания клина подъема. Вот так же я их перекрестила 2 на 2. 4 петли дорожки идут также у меня по подошве, переходят в мысок в ленточный. И я вот так связала ленточный мысок. Вот здесь у меня также продолжаются изнаночные петли. Мне кажется, очень красиво, удачно получилось. И мысок я закрыла самым обычным способом, просто его стянула. К сожалению, я не могу показать вам всю красоту носка, потому что у меня нет сейчас блокаторов. Поэтому, девчонки, все фотографии я вам оставлю в начале этого ролика, и вы посмотрите, как эти носки выглядят на моем муже. Если вам понравились эти носочки, то берите спицы, берите пряжу, и мы приступаем к работе. Носки я вязала из турецкой пряжи от Нако в составе 25% шерсти и 75% акрила. В 100 граммах 260 метров. Рекомендуемые спицы 4-4,5. Я в прошлом видео вам говорила, что у меня муж попросил связать ему носки. Я побежала в магазин, но пряжи, у которой в составе было бы более 25% шерсти, я не нашла, поэтому я вяжу из того, что у меня есть. Выберите ту пряжу, которая вам нравится. И я вязать буду на спицах чулочных 3 мм. Но перед тем, как приступить к вязанию носков, нам необходимо снять мерки. Я снимаю только 2 мерки. Это обхват стопы вот здесь в подъеме и длину стопы. Обхват стопы у моего мужа 27 сантиметров, а длина стопы 28 сантиметров. Это примерно 42-43 размер. Далее нам необходимо определить плотность своего вязания.
Для этого вяжем образец тем же узором, которым планируем вязать носок. У меня основной узор — это резинка 6 на 2. Значит, и образец вяжем резинкой 6 на 2. Стираем его и сушим. И по связанному образцу определяем свою плотность вязания. Берем линейку, прикладываем к образцу и образец немного растягиваем для того, чтобы у нас получился носок, который будет плотно сидеть по ноге. Итак, прикладываем линейку, немножко растягиваем образец и считаем, сколько петель у нас находится в 10 сантиметрах. У меня в 10 сантиметрах 22 петли. Значит, плотность моего вязания 2,2 петли в сантиметре. Далее определяем, сколько петель необходимо взять для резинки. Для этого обхват стопы 27 сантиметров. Умножаем на плотность своего вязания 2,2 петли в сантиметре и округляем до целого числа, это получается 60 петель. На резинку нужно набрать 60 петель. Можно поступить немножко иначе, так как из этой пряжи и на этих спицах я уже вязала обычные носки лицевой гладью, и я набирала там 56 петель, а эти носки я решила вязать резинкой, и резинка вот так пружинит и стягивает наши изделия, то я решила добавить еще 4 петли, и у меня получилось 60 петель. И обязательно перед тем, как вязать носки, вы рассчитаете, как у вас количество петель посчитанное раскладывается на узор. Я рассчитала, что у меня вот так 60 петель очень удачно разложится на узор. Сверху у меня получается резинка 6 на 2. Сзади также резинка 6 на 2. А оставшиеся петли, которые у меня не влезали, я пустила вот здесь по 4 петли с двух сторон. Если у вас получается не 60 петель, а допустим на 2 петли больше, я бы по одной петле добавила вот здесь в дорожке. И здесь бы было у меня не 4, а 5 петель с одной и с другой стороны. Если же у вас получится на 4 петли больше, то можно по одной петле добавить вот в эти дорожки из изнаночных петель. По одной петле с одной стороны и вот здесь с другой стороны также по одной петле. Если же у вас получается не 60, а меньше петель, то вам нужно обязательно просчитать, как у вас раскладывается узор. Возможно, даже если петель меньше, то узор не разложится так, как у меня. Итак, я буду набирать 60 петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. На спице номер 3 набираю необходимое количество петель плюс 1 петлю для замыкания в круг. Набор буду делать сразу на 2 спицы и буду набирать петли самым обычным способом. Вот так. И мне необходимо набрать 61 петлю. Набранное количество петель распределяем на 4 спицы. Вы можете распределить любым удобным для вас способом. Я же сделаю это так. На первой спице я оставлю 16 петель плюс 1 дополнительную петлю. На вторую спицу я возьму 14 петель. На третью 16 петель. И на четвертой у меня должно остаться 14 петель. И теперь вязание замыкаю в круг. Проверяю, чтобы косичка не перекрутилась. Первую петлю с левой спицы переношу на правую, а петлю с правой спицы набрасываю на эту петлю. И хвостики ниточек затягиваю. Далее я начинаю вязать резинку и каждую спицу начинаю с провязывания 2 лицевых петель. 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. В конце первой спицы у меня получается 2 изнаночные петли. Вторую спицу также начинаю вязать с 2 лицевых петель.
и вяжу 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли. И в конце второй спицы у вас должно получиться 2 лицевые петли. Третью спицу мы также начинаем с 2 лицевых петель. То есть вот здесь у нас получится дорожка из 4 петель. Сейчас я провяжу все петли и покажу вам на готовом носке, как у вас должно получиться. Значит, здесь 2 лицевые петли закончились. Следующую спицу начинаем также с 2 лицевых петель. 2 лицевые вяжем, 2 изнаночные петли. В конце третьей спицы 2 изнаночные петли. Четвертую спицу также начинаем вязать с 2 лицевых петель и вяжем 2 лицевые, 2 изнаночные петли. И в конце четвертой спицы у вас должно получиться 2 лицевые петли. И смотрите, здесь у меня получилось 2 лицевые петли, и в начале первой спицы у меня также 2 лицевые петли. То есть здесь у меня дорожка из 4 петель. Вот смотрите на носочки. То есть вот она, дорожка из 4 петель. Вот здесь у меня начало ряда, вот здесь. Здесь начинается первая спица с лицевых петель. Вяжем 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Следующая спица начинается с 2 лицевых петель. Вяжем 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И вот здесь заканчивается у нас вторая спица. Видите? Третья спица у нас начинается с 2 лицевых петель. И вот здесь у нас получается дорожка из 4 петель. Вяжем 16 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Вот здесь у нас начинается третья спица с 2 лицевых петель. Вяжем 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. И вот здесь у нас заканчивается четвертая спица. И начинается следующая спица. Здесь 2 лицевые петли и 2 лицевые петли. То есть каждую спицу мы начинаем вязать с 2 лицевых петель. Мне просто так удобно вязать. Если вам удобно по-другому, вяжите по-другому. И вяжем резинку необходимой нам высоты. Провязала я резинку необходимой мне высоты. У меня получилось 7 сантиметров. Далее буду вязать паголинок. И обратите внимание, где я закончила вязать резинку. Вот хвостик начала ряда, это хвостик конец ряда. И вот дорожка из 4 петель с одной стороны и с другой стороны, а между ними резинка 2 на 2. Дальше я паголинок буду вязать таким образом, чтобы сохранить вот эту дорожку, а между ними буду вязать резинку 2 на 6. Вот, посмотрите, дорожка из 4 петель с резинки переходит на паголинок. А вот здесь у меня резинка 2 на 6 с одной стороны и с другой стороны. Здесь в начале ряда провязываем также 2 лицевые петли. Это у нас 2 петли из 4 петель дорожки. Далее 2 изнаночных петли. И следующие 6 петель провязываем лицевыми петлями. 2 изнаночные петли. И дальше 6 петель лицевыми петлями. 4 петли лицевыми провязываем с одной спицы. И 2 петли провязываем лицевыми со второй спицы. Затем 2 изнаночные петли. И снова 6 лицевых петель. 2 изнаночные петли. И следующие 2 петли провязываем лицевыми петлями. Это 2 лицевые петли из 4 петель дорожки. И также провязываем на оставшихся спицах. 2 лицевые петли, это петли дорожки.
2 изнаночные петли, 6 лицевых петель, 2 изнаночные петли, 6 лицевых петель, провязываем 4 петли с одной спицы, и 2 петли с другой спицы, 2 изнаночные петли, 6 лицевых петель, 2 изнаночные петли и последние 2 петли — это петли дорожки. Вот так. И так вяжем столько, сколько вам необходима высота паголенка. Провязала я паголенок необходимой мне высоты. У меня получилось примерно 4 сантиметра. Вы можете вязать как больше, так и меньше. Можете резинку вязать больше или меньше. Можете паголенок вязать больше или меньше. Но у меня муж не любит высокие носки, поэтому я обычно больше резинку и паголенок не вяжу. И обратите внимание, где я закончила вязание. Вот хвостик начала моего вязания, вот хвостик конец вязания. И вот так у меня получается. Вот дорожка из 4 петель, она дальше переходит на паголенок, а резинка 2 на 2 превращается в резинку 2 на 6. И далее я буду вывязывать пяточку. Как вы знаете, мы пятку вывязываем на половине всех петель. На резинку я брала 60 петель, значит на пяточку мне нужно взять 30 петель. У меня как раз на первой и на второй спице 30 петель. На третьей и на четвертой спице также 30 петель. Но перед тем, как вывязывать пяточку, я решила вот в этих 4 петлях дорожки сделать перекрестие. Вот так хочу сделать. То есть 4 петли я перекрещу 2 петли на 2 петли. 2 петли у меня пойдет вот сюда наверх носочка, а 2 петли у меня пойдет на пяточку. Но здесь мне еще в пятке нужна кромочная петля. Поэтому, когда я буду делать перекрестие, я здесь еще одну петлю добавлю, которая у меня будет кромочной. И сейчас я провяжу еще один ряд и сделаю перекрестие как раз вот в этих дорожках. И вот с этой стороны, где у меня начало ряда, вот это начало ряда у меня было, я буду делать перекрестие таким образом, что первые 2 петли у меня будут за работой, а вторые петли у меня будут перед работой. С этой стороны я делаю перекрестие с наклоном вправо. Для этого мне необходимо распустить вот эти 2 лицевые петли. Снимаю их на дополнительную спицу и оставляю их за работой. Следующие 2 петли провязываю лицевыми петлями и оставляю их на правой спице. Дальше мне нужно провязать следующие 2 петли с дополнительной спицы, но мне нужно здесь добавить еще одну петлю. Поэтому первую петлю я провязываю за переднюю стенку, не снимаю ее со спицы, и ее же провязываю за заднюю стенку. То есть из петли мы провязали 2 петли. И следующую петлю провязываем лицевой петлей. То есть мы добавили одну петлю, которая будет кромочной. Далее вяжем все петли по узору до следующей дорожки из 4 петель. Дошли мы до дорожки следующей из 4 петель, и здесь делать будем перекрестие с наклоном влево. Для этого снимаю 2 первые петли, оставляю их перед работой. Следующие 2 петли провязываю лицевыми петлями на левую спицу и добавляю одну петлю. Из первой петли провязываю 2 петли, вот так, точно так же, как делали мы на той стороне. Один раз провязываю петлю за переднюю стенку и из этой же петли провязываю петлю за заднюю стенку, вот так. Мы добавили одну петлю и следующую петлю провязываем лицевой петлей. Из дополнительной спицы 2 петли провязываем лицевыми петлями. Остальные петли провязываем по узору.
Вот так у нас получается. Сейчас довяжу до начала ряда и покажу вам. И вот что у меня получилось. С этой стороны, где у меня хвостик, перекрестие с наклоном вправо. С этой стороны перекрестие с наклоном влево. И теперь начинаем вязать пяточку на первой и на второй спице. И у нас получилось, что на пятке было 30 петель. Одну мы петлю добавили с одной стороны, другую с другой стороны, и получилось 32 петли. И пятку буду вязать на 32 петлях. Вяжем первый ряд пяточки. Начинаем вязать с первой спицы. Вот хвостик начала вязания, вот это первая спица. И первую петлю мы провяжем лицевой. Мы ее лицевой провяжем только один раз. В следующих рядах эта петля будет кромочной, и мы ее будем снимать. Далее 2 петли лицевыми петлями, это петли дорожки. И дальше вяжем по узору. Над изнаночными вяжем изнаночные петли, над лицевыми вяжем лицевые петли. И так вяжем до конца второй спицы. Но чтобы удобнее было вязать, я обычно переношу все петли на одну спицу. Сейчас я вам покажу. Просто заканчиваю вязать первую спицу и начинаю вязать вторую спицу. И у меня все петли получаются на одной спице. Вот так. И довязываем до конца второй спицы. И в конце ряда 2 лицевые петли провязываем, и последняя петля кромочная провязывайте так, как вы привыкли провязывать кромочную. Переворачиваем вязание на изнаночную сторону и вяжем второй ряд пятки. Первую петлю снимаем как кромочную и вяжем все петли по узору. Над изнаночными вяжем изнаночные, над лицевыми вяжем лицевыми. Доходим до конца спицы, 2 петли изнаночные петли, это петли дорожки, и последняя кромочная, провязывайте ее так, как вы привыкли. Провязали мы 2 ряда пяточки, вяжем 3-й ряд, и здесь первую петлю мы снимаем как кромочную. Вот здесь получается первая кромочная. Здесь была с одной стороны первая кромочная, и здесь также первая кромочная. И вяжем следующий ряд по узору. И так вяжем пяточку столько высоту, сколько нам нужно, поворотными рядами. Я довяжу пятку в высоту и покажу вам, как определить эту самую высоту, необходимую именно для вашего размера. Девчонки, нам очень важны будут вот эти кромочные петли. Если вы не умеете определять кромочную петлю, то обязательно вот здесь сейчас повесьте или маркер, или ниточку завяжите. То есть вот это у нас кромочная была, и вот эта кромочная петля. И теперь вяжу пятку необходимой мне высоты. Провязала я необходимую мне высоту стенки пятки, повесила маркеры там, где были первые кромочные петли. И высота стенки пятки у меня получилась примерно 7,5 сантиметров. Далее буду вывязывать чашечку. Как же нам определить, какую высоту стенки пятки нам необходимо связать? Когда мы вязали пятку, на пятку мы брали половину от всех петель, набранных на резинку. На резинку я набирала 60 петель, на пятку брала половину от 60, это 30 петель. Вот эти 2 кромочные петли, которые мы добавляли вот здесь в перекрестие, я не считаю. Значит, кромочные нам необходимо набрать также 30 петель, 15 петель с одной стороны и 15 петель с другой стороны. Я обычно делаю так: 14 петель набираю из кромочных, а 15 петлю поднимаю вот отсюда из уголка, чтобы здесь не было дырочки. И мне нужно, чтобы здесь у меня было 14 кромочных петель. Маркер я повесила, где была первая кромочная петля, но я вам сейчас покажу, как определить первую кромочную петлю. Я вам показывала в предыдущем видео на более светлой пряже, может быть там будет повиднее, но здесь я вам тоже попытаюсь показать. Вот смотрите, петля, она идет вот сюда, вот видите?
и вот сюда. Вот она тянется. Вот эта петля была последней на второй спице. Это не кромочная. Следующая кромочная это вот эта. И мне необходимо, чтобы было 14 кромочных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и вот это 14. Я надеюсь, вам видно. 14 кромочных петель. 15-ю я подниму вот здесь из уголочка и с другой стороны. Вот первая кромочная петля. Находим ее точно так же, как и с другой стороны. Сейчас я вам покажу. Надеюсь, будет видно. Вот петля. Она идет вот сюда и вот сюда. Вот видите, она прямо тянется. Это не кромочная. Кромочная следующая. Первая. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 кромочная будет вот эта петля, которая на спице. Вот она будет 14. 15-ю мы поднимем вот здесь из уголочка. Все, теперь начинаю вязать, формируя чашечку. Для формирования чашечки нам необходимо все количество петель, которые у нас есть на спице, поделить на 3 равные части. Если петли не делятся на 3 равные части и остается одна петля в остатке, то одну петлю мы добавляем к центральной части. Если в остатке остается 2 петли, то по одной петле мы добавляем на крайней части. У меня сейчас на спице 32 петли, поэтому петли я поделю так. По 11 петель у меня получится на крайней части, и на центральную останется 10 петель. Я повесила маркеры, чтобы вам было более наглядно. И начинаем формировать чашечку, начиная с изнаночной стороны. Вяжем все петли первой части, первую кромочную, снимаем. Остальные петли вяжем по узору. Провязываем петли центральной части также по узору. Доходим до последней петли центральной части, и эту петлю нам необходимо провязать вместе с первой петлей крайней части. Вместе будем их провязывать лицевой петлей. Проверяем, чтобы вот эта петля была повернута на спице вот так, левой стеночкой вперед, и провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. Переворачиваем на лицевую сторону. Первую петлю снимаем как кромочную. Остальные петли центральной части вяжем по узору до последней петли. Последнюю петлю центральной части провязываем вместе со следующей петлей вот таким образом изнаночной петлей. Но чтобы у нас петли не были перекрещены, проверьте, как находится у вас на спице вот эта петля. Она должна лежать правой стеночкой вперед. Вот так переворачиваем петли и провязываем вместе изнаночной петлей. И у нас получилось здесь 2 изнаночные петли и здесь 2 изнаночные петли. Переворачиваем на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем как кромочную. Вяжем все петли центральной части до последней петли. Последнюю петлю провязываем со следующей петлей вместе лицевой петлей. Но для этого проверяем, чтобы петля лежала вот так левой стеночкой вперед. И провязываем 2 петли вместе лицевой петлей. Переворачиваем вязание. Первую петлю снимаем как кромочную и вяжем петли центральной части до последней петли. Последнюю петлю центральной части провязываем вместе со следующей петлей изнаночной петлей. Но для этого вот эту петлю переворачиваем правой стеночкой вперед. Вот так. И провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей.
Разворачиваемся на изнаночную сторону, первую петлю снимаем как кромочную, все петли центральной части провязываем по узору до последней петли. Последнюю петлю центральной части провязываем вместе со следующей петлей лицевой петлей. При необходимости разворачиваем петли. Разворачиваем на лицевую сторону. Первую петлю снимаем как кромочную. Все петли центральной части провязываем по узору до последней петли. Последнюю петлю центральной части провязываем вместе со следующей петлей, но ее предварительно разворачиваем вот так правой стеночкой вперед, провязываем вместе изнаночной петлей. Вот посмотрите, что у нас получается. Формируется чашечка, и у нас вот здесь получаются изнаночные петли. Итак, вяжем далее, пока вот эти все боковые петли мы не убавим, и у нас по центру должно остаться только 10 петель чашечки. Чашечку я довязала практически, мне осталось убавить только 2 петли. Одну петлю с одной стороны и одну петлю с другой стороны. Итак, вяжу изнаночный ряд, первую петлю снимаю как кромочную и вяжу все петли центральной части до последней петли. Последнюю петлю центральной части провязываю с последней петлей боковой части вместе лицевой петлей. Все, здесь последнюю петлю я убавила. С лицевой стороны вяжем все петли чашечки, первую петлю снимаем как кромочную и вяжем до последней петли центральной части. И последнюю петлю центральной части провязываем вместе с последней петлей боковой части. Провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Все петли я убавила боковые. У меня остаются на спице только петли чашечки. У меня 10 петель. И вот так выглядит чашечка. Петли изнаночные с пятки переходят вот так на чашечку. Мне очень нравится, как получилось. И теперь будем поднимать петли вот здесь вот из кромочных. Как вы помните, нам необходимо поднять 15 петель. 14 петель я подниму из кромочных, а 15 петлю подниму вот отсюда, чтобы не было дырочки. А теперь обратите внимание, как я буду поднимать петли из кромочных. Когда я поднимаю петли из кромочных, я подхватываю не 2 дужки кромочной петли, а только одну, ту, которая находится ближе к изнаночной стороне, вот эту. Нахожу первую кромочную петлю, вот она, и вот так нанизываю одну дужку кромочной петли на спицу. Вот 14 кромочных петель, посмотрите. 15-ю петлю подниму вот отсюда из уголка. И теперь начинаю вязать, поднимая петли из кромочных, соблюдая узор. Я решила, что вот этот узор на пяточке у меня будет переходить на подошву. Вот так я сделала. 6 петель с чашечки переходит на подошву, и на подошве я буду вязать резинку 6 на 2. И посмотрите, как я буду поднимать петли. Вот это 2 петли изнаночные, это у нас петли с чашечки. Дальше подниму 6 лицевых петель. Затем 2 петли изнаночные, 2 петли лицевые, это петли дорожки, которые у меня будут перекрещиваться здесь. И клин подъема буду вывязывать изнаночными петлями. Итак, вяжу 2 петли изнаночные у меня есть. Теперь мне нужны 6 лицевых петель. Две изнаночные петли. 2 лицевые петли, остальные петли вяжу изнаночными петлями. И не забудем последнюю петлю поднять из уголка. Нахожу петлю, вот эту, вот посмотрите, вот эту петлю подхватываю вот так
и провязываю изнаночную петлю за переднюю стенку. Вот так. У меня должна получиться скрещенная изнаночная петля. Вот. Дальше 2 спицы. Это спицы, где у нас верх носка, вяжу по узору. С этой стороны также поднимаем петли из кромочных. Кромочные нанизываем на спицу. Посмотрите, у меня с этой стороны 13 кромочных. 14 кромочную поднимем вот отсюда. И 15 поднимем из уголка. Нахожу в уголке петлю, вот она, видите? Вот так набрасываю на спицу и провязываю скрещенную изнаночную петлю. Провязываю ее за заднюю стенку, вот так. Еще раз, девчонки, она у меня свалилась. Вот она, петля в уголке. Вот так набрасываю ее на спицу и провязываю скрещенную изнаночную петлю за заднюю стенку. Дальше вяжу изнаночные петли, которые у нас будут в клине подъема. И чтобы мне не ошибиться, я здесь посчитаю. Вот здесь у меня 2 изнаночные петли, дальше 6 лицевых петель, 2 изнаночные, 2 лицевые. Вот эту петлю еще одну изнаночную провяжу. Дальше 2 лицевые петли, 2 изнаночные петли и оставшиеся 6 петель лицевыми провязываем. Перехожу на пяточку. Я обычно пяточку делю пополам, чтобы мне было удобнее вязать. Вот это 2 петли изнаночные петли с пяточки и 3 лицевые провязываю на эту спицу. Вот так поделила пятку пополам. Так просто удобнее вязать. Вот так у меня получилось. И провяжу еще один ряд по узору. Провяжите этот ряд самостоятельно. И вот что у меня получается. У меня сейчас на спицах 70 петель. 30 петель сверху носочка и 40 петель на подошве. На этих 2 спицах у меня не одинаковое количество петель. На одной 16 петель, на другой 14. И сейчас мы можем перенести одну петлю для того, чтобы на каждой спице было по 15 петель. И я далее буду вывязывать клин, делая убавки до тех пор, пока у меня на спицах не останется то же количество петель, которые я набирала на резинку. На резинку я набирала 60 петель, сейчас у меня на спицах 70 петель, значит мне необходимо убавить 10 петель. Так как я убавки буду делать с 2 сторон, значит с каждой стороны мне нужно убавить по 5 петель. Убавки я буду делать вот в этом месте, и первую убавку делаю вот с этой стороны. Повесьте маркер, чтобы вам не запутаться, и я повешу маркер, чтобы вам было виднее. И первую убавку я буду делать вот с этой стороны. Итак, на этой спице провязываю все петли по узору, не довязывая 2 петли. Две последние изнаночные петли провяжу вместе изнаночными петлями. При необходимости можете их перевернуть вот так, чтобы эти петли у вас лежали правыми стеночками вперед.
и провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей. Вот первую убавку с этой стороны мы сделали. Следующие 2 спицы, это спицы верха носка, провязываем по узору. С этой стороны также делаем убавку, провязываем 2 изнаночные петли вместе. Я обычно разворачиваю изнаночные петли вот так, чтобы они лежали правыми стеночками вперед, и провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей. Петлю убавили, дальше вяжу эту спицу по узору. Итак, мы сейчас сделали по одной убавке с каждой стороны. Первая убавка была с этой стороны, вторая убавка с этой стороны. И я решила, что я убавки буду вязать через 2 ряда. То есть сейчас мы провязали ряд с убавками, следующих 2 ряда вяжем без убавок. Провяжите 2 ряда без убавок самостоятельно и встретимся с вами вот в этом месте. Провязала я 2 ряда без убавок. У меня сейчас на каждой спице подошве по 19 петель. В этом ряду я снова делаю убавку. Провязываю все петли на этой спице до последних 2 петель по узору. Последние 2 петли изнаночные провязываю вместе изнаночной петлей. Я переворачиваю 2 петли правыми стенками вперед и провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей. У меня здесь осталось 18 петель. Вот эти 2 спицы верха носка провязываю по узору. С этой стороны делаю вторую убавку. Для этого 2 изнаночные петли переворачиваю правыми стеночками вперед и провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей. Оставшиеся петли на этой спице провязываю по узору. И у меня на этой спице осталось также 18 петель. Следующие 2 ряда вяжем без убавок. И у нас будет формироваться вот такой клин подъема. Итак, провяжите 2 ряда без убавок, все петли по узору. Еще 2 ряда без убавок я провязала. И в этом ряду делаем третью убавку. Вяжем все петли по узору до последних 2 петель. Последние 2 петли снова провязываем вместе изнаночной петлей. Я переворачиваю обе петли правыми стенками вперед и провязываю вместе изнаночной петлей. Третью убавку с этой стороны я сделала, и у меня на спице осталось 17 петель. Следующие 2 спицы верха носка провязываем по узору. С этой стороны также делаем третью убавку. Для этого переворачиваем 2 изнаночные петли правыми стенками вперед и провязываем 2 петли вместе изнаночной петлей. Остальные петли провязываем по узору. И на этой спице у меня также осталось 17 петель. Следующие 2 ряда вяжем без убавок. Итак, вяжем, делая убавки через 2 ряда. Провяжите все убавки самостоятельно до тех пор, пока у вас на спицах не останется столько же петель, сколько вы набирали на резинку.
я набирала 60 петель, и я буду делать убавки до тех пор, пока у меня на каждой спице не останется по 15 петель. Итак, провяжите далее, делая убавки через 2 ряда. После третьей убавки я провязала 2 ряда без убавок, затем сделала четвертую убавку и еще 2 ряда провязала без убавок. Вот такой клин подъема у меня получается. И мне осталось сделать еще одну убавку. У меня вот на этих двух спицах по 16 петель. И обратите внимание, вот дорожка из лицевых петель и эта дорожка из лицевых петель. И вот здесь у меня осталась одна изнаночная петля. И мне нужно убавку сделать так, чтобы вот эта изнаночная петля убавилась, а 2 дорожки из лицевых петель сомкнулись. И я хочу показать, как я это буду делать. Все петли на этой спице вяжем по узору, соблюдая наш узор, до последних 2 петель. И теперь мне нужно сделать убавку, и я буду делать убавку не изнаночной петлей, как мы ранее делали, а лицевой петлей. И я провяжу вот эти 2 петли вместе лицевой петлей с наклоном влево. Для этого мне нужно, чтобы обе петли лежали вот так левыми стеночками вперед. И провязываю 2 петли вместе лицевой петлей за задние стенки, вот так. Изнаночную петлю я убавила. Далее вяжу 2 спицы, это верх носка, по узору. С этой стороны также будем делать убавку лицевой петлей, но 2 петли мы провяжем лицевой петлей с наклоном вправо. Для этого мне нужно, чтобы обе эти петли лежали вот так правыми стеночками вперед. И провязываю лицевую петлю, но уже за передние стенки. Вот так. И вот что у меня получилось. Изнаночная петля убавилась, и мы видим только лицевую петлю. Вот так. И дальше все петли на этой спице вяжем, соблюдая узор. И вот что у меня получилось. У нас 2 дорожки из лицевых петель сомкнулись. Теперь можете вязать по кругу далее. У нас на каждой спице по 15 петель. Это всего 60 петель, столько, сколько я набирала на резинку. Но я решила, что вот эти дорожки я перекрещу. И я буду делать перекрестие с этой стороны вот так, с наклоном вправо. С этой стороны я 2 петли перекрещу, вернее 2 дорожки из 2 петель перекрещу с наклоном влево. Итак, чтобы мне здесь сделать перекрестие с наклоном вправо, мне 2 петли нужно оставить за работой, а 2 петли перед работой. Итак, провязываю все петли на этой спице до последних 2 петель по узору. И с этой стороны делаю перекрестие. Я беру дополнительную спицу, палочку. Вот у меня бамбуковая палочка. Снимаю петли, оставляю их за работой. Теперь 2 петли вот с этой спицы я провязываю лицевыми петлями. И 2 петли, которые у нас остались за работой, провязываю на следующую спицу. Их провязываю также лицевыми петлями, вот так. И оставшиеся петли верха носка провязываю по узору. С этой стороны делаем перекрестие. Также снимаем 2 петли на дополнительную спицу. Оставляю их перед работой. 2 петли провязываю лицевыми петлями на эту спицу, на правую.
Вот так. Эти 2 петли снятые провязываю на вторую спицу. И оставшиеся петли провязываю по узору. И вот теперь мы посмотрим, что у нас получилось. С одной стороны мы перекрестили 2 на 2 петли, и с другой стороны. У нас теперь на спицах, как я вам говорила, 15 петель. И теперь мы вяжем наш носочек той длины, который нам необходимы до того момента, как мы будем формировать мысок. Провязала я необходимую длину носка, и теперь буду приступать к вывязыванию мыска. Во всех видео я вам рассказывала, с какого момента необходимо начать делать убавки на мыске, и даже делала отдельный ролик, посвященный этой теме. Если вы не посмотрели, я вам оставлю ссылочки в описании под этим видео, а также добавлю подсказки в правом верхнем углу экрана. Обязательно посмотрите. И давайте еще раз повторим, когда же мы начинаем делать убавки на мыске. Многие вязальщицы считают, что носок необходимо вязать до тех пор, пока он у вас не скроет мизинчик на ноге. Это правило работает, но не всегда. У нас у всех разные длины пальцев, и мысок мы можем вязать по-разному. Мы можем вязать ленточный мысок или вязать мысок по спирали. Можем убавки на мыске делать через ряд в каждом ряду, или, например, как я, половину убавок делаю через ряд, а остальную половину делаю в каждом ряду. Поэтому я предпочитаю потратить несколько минут и сделать расчет длины мыска, нежели распускать его и вязать заново. Для того, чтобы рассчитать длину мыска, нам сначала необходимо решить, как мы его будем вязать. Я вяжу ленточный мысок, и на ленточку я взяла 4 петли. И убавки делаю с одной и с другой стороны от ленточки. И когда я сделаю все убавки, у меня на спицах останутся только 4 петли ленточки и по одной петле, которые участвовали в убавках. То есть с этой стороны у меня останется 6 петель. И с этой стороны у меня также останется 6 петель. То есть всего у меня останется 12 петель. Так как у меня сейчас на спицах 60 петель, а после вывязывания мыска у меня останется 12 петель, значит я всего убавлю 48 петель. Так как в ряду я делаю по 4 убавки, 2 убавки с одной стороны и 2 убавки с другой стороны, значит 48 петель я убавлю за 12 рядов. Но так как я делаю убавки часть через ряд, а часть в каждом ряду, и я решила, что первые 6 убавок я провяжу через ряд, значит между 6 убавками я провяжу 6 рядов без убавок. Я определяю длину своего мыска. К 12 рядам с убавками я прибавляю 6 рядов без убавок и еще прибавляю 1 ряд на стягивание или на сшивание мыска. И у меня получается, что весь мысок я вывяжу за 19 рядов. Далее я определяю плотность своего вязания. Беру образец, прикладываю линейку и считаю, сколько рядов у меня в 10 сантиметрах. У меня в 10 сантиметрах получается 33 ряда. Значит, плотность моего вязания 3,3 ряда в сантиметре. Зная эти значения, мы можем легко рассчитать длину нашего мыска. Так как мы определили, что мысок мы вывяжем за 19 рядов, 19 делим на плотность вязания 3,3 ряда в сантиметре и получаем длину мыска 5 сантиметров 8 миллиметров. Вот первая моя убавка. Прикладываю линейку и проверяю. Длина мыска получается 5 сантиметров 8 миллиметров. И теперь, зная длину мыска, мы легко можем определить, с какого момента мы приступаем к убавкам на мыске. Так как длина стопы у моего мужа 28 сантиметров, от 28 отнимаю длину мыска 5,8 сантиметра и еще 1 сантиметр отнимаю для того, чтобы носочек сидел плотнее на ноге. И у меня получается 21 сантиметр 2 миллиметра.
То есть я носок вяжу до тех пор, пока его длина не составит 21 сантиметр 2 миллиметра. Но так как у меня носок связан резинкой и пяточка также связана резинкой, то очень сложно определить точную длину. Вот видите, она тянется. Поэтому я решила, что пятка у меня будет, допустим, ну так я прикинула, 6 сантиметров 2 миллиметра. Значит, от пятки до начала убавок мне нужно провязать 15 сантиметров. Вот так прикладываю. Смотрите, ровно 15 сантиметров. И теперь мы начинаем делать убавки на мыске. И обратите внимание, как я буду делать убавки на мыске. Убавки я буду делать не лицевой петлей, как мы привыкли, а изнаночной петлей. И я хочу, чтобы вот эти две петли изнаночные переходили с подошвы на мысок. И мне нужно вывязывать убавки таким образом, чтобы перед и после ленточки у меня всегда было 2 изнаночные петли. Вот так. И первую убавку я буду делать вот в этом месте, там же, где мы делали первую убавку в клине подъема. Я повешу маркер для наглядности, чтобы вам было видно и понятно. И первую убавку я буду делать вот с этой стороны от ленточки. У меня уже провязаны петли, и для того, чтобы мне сделать убавку, мне нужно будет распустить 5 петель. Итак, делаю первую убавку с этой стороны, и мне нужно, чтобы перед ленточкой было 2 изнаночные петли. Поэтому вот эту петлю я провязываю не лицевой петлей, а изнаночной петлей. Далее я делаю убавку, и мне нужно провязать вот эти 2 петли вместе изнаночной петлей. Для этого мне нужно, чтобы обе петли лежали на спице вот так, правыми стеночками вперед. Если они у вас лежат по-другому, то вы их переверните. И провязываю 2 петли вместе изнаночной петлей. Первую убавку мы сделали. И провязываем 2 петли ленточки. Итак, у нас получается 2 изнаночные петли, и далее идут 2 петли ленточки. С этой стороны вяжем 2 петли лицевыми петлями, это петли ленточки. Затем делаем убавку, провязывая 2 изнаночные петли вместе изнаночной петлей. Я петли переворачиваю и провязываю их вместе изнаночной петлей. И следующую петлю также провязываю изнаночной петлей. То есть у меня убавка и изнаночная петля. Остальные петли верха носка вяжем по узору до следующей ленточки. Вот до этого места, не довязывая 5 петель. С этой стороны также провязываем вот эту петлю лицевую, провязываем изнаночной петлей. Затем делаем убавку, 2 изнаночные петли провязываем вместе изнаночной петлей. Я переворачиваю петли, провязываю их вместе изнаночной петлей. И 2 лицевые петли провязываем лицевыми петлями. И у меня получается изнаночная петля, убавка изнаночной петлей, 2 лицевые петли дорожки. Провязываем 2 петли дорожки лицевыми петлями, затем 2 петли провязываем изнаночными петлями, переворачиваем 2 петли, провязываю их вместе изнаночной петлей. И следующую петлю также провязываю изнаночной петлей. То есть у меня получилось петли дорожки, убавка изнаночной петлей и еще одна изнаночная петля. И вяжем дальше петли по узору до следующей ленточки. Дохожу я до того места, где я делала первую убавку. И так как я решила первые 6 убавок провязывать через ряд, значит я должна этот ряд провязать без убавок. Поэтому
Над изнаночными я вяжу изнаночные петли, над лицевыми вяжу лицевые петли. И так провязываю весь ряд без убавок по узору. Дохожу я до маркера, не довязала 5 петель. То есть у меня получилось, что я сделала один ряд с убавками, а один ряд без убавок. И сейчас у меня на каждой спице по 14 петель. Сейчас мы делаем вторую убавку. И мне нужно, чтобы у меня в начале было 2 изнаночных петли. Поэтому вот эту петлю я провязываю изнаночной петлей. Затем делаю убавку, провязываю 2 изнаночные петли вместе изнаночной петлей. Вторую убавку с этой стороны я сделала. И 2 петли лицевые, это петли ленточки. Провязываю 2 петли ленточки лицевыми петлями. Делаю убавку, провязываю 2 изнаночные петли изнаночной петлей. Я переворачиваю петли. Провязываю их вместе изнаночной петлей, и мне нужна еще одна изнаночная петля. Вот так. Далее все петли вяжу по узору до следующей ленточки, не довязывая 5 петель. Делаю следующую убавку с этой стороны. Снова вот эту лицевую петлю провязываю изнаночной петлей. Далее 2 изнаночные петли провязываю вместе изнаночной петлей, делаю вторую убавку с этой стороны. Вот у меня получилось 2 изнаночные петли рядом. И провязываю 2 петли ленточки. На этой спице провязываю 2 петли ленточки. 2 изнаночные петли провязываю вместе изнаночной петлей, это у меня вторая убавка, и еще одна изнаночная петля, вот так, и довязываю петли до нашего маркера. Так как в прошлом ряду мы вязали ряд с убавками, значит этот ряд вяжем без убавок. И вот что у нас получилось. Мы с вами сделали по 2 убавки через ряд. Вот здесь у меня перед ленточкой 2 изнаночные петли. И с этой стороны от ленточки также 2 изнаночные петли. Нам нужно еще провязать 4 убавки через ряд. Провяжите их самостоятельно. Итак, провязала я всего 6 убавок через ряд. Вот так у меня получается. И у меня сейчас на каждой спице по 9 петель. Последний ряд у меня провязан без убавок. Далее я буду вязать мысок, делая убавки уже в каждом ряду. Провяжите мысок далее самостоятельно, делая убавки в каждом ряду до тех пор, пока у вас не останется на спицах 12 петель. И не забудьте, что перед ленточкой у нас должно быть 2 изнаночные петли, и после ленточки у нас также должно быть 2 изнаночные петли. Итак, провяжите далее мысок самостоятельно, пока у вас на спицах не останется 12 петель. Все убавки на мыске я сделала. У меня на спицах осталось только 12 петель, по 3 петли на каждой спице. Вот так выглядит у меня мысок. Последнюю убавку я сделала вот в этом месте на подошве, вот здесь. И у меня здесь осталась ниточка, конец моего вязания. Я отрезала нить и вставила ее в иглу. И теперь последние 12 петель я просто стяну. Для этого я все петли переснимаю на иглу.
Получается вот такое колечко, которое нам нужно аккуратно стянуть. Вот так. Петли мы все стянули. И теперь иголочку продеваю внутрь. И с изнаночной стороны для надежности можно еще раз пройти по петлям, вот так по кругу. Нить фиксирую, делаю один узелок. И хвостик прячу в вязание, вот так. Вот такие замечательные носочки у нас получились. Если вам понравилось вязать вместе со мной, то, пожалуйста, поддержите мой канал подпиской, лайком или комментарием.